Все, что нужно знать об НДС для застройщика. Приветствую, с вами Светлана Волкова, и сегодня разберем, как начисляется НДС у застройщика, какие вычеты можно получить и на какие нюансы стоит обратить внимание. Если вы связаны со строительством или просто хотите разобраться, как работает НДС в этой сфере, вы попали в нужное место. Что такое НДС? Итак, НДС – это налог на добавленную стоимость, который затрагивает практически все сферы бизнеса, включая строительство. У застройщика он возникает в нескольких ситуациях. При выполнении строительно-монтажных работ СМР для себя, когда застройщики выполняют работы самостоятельно, они обязаны начислить НДС на стоимость таких работ. Однако, если работы выполняются частично или полностью с привлечением подрядчиков, НДС на их работу не начисляется. По инвестиционным договорам при передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование заметим, что передача временных сооружений подрядчикам также может стать объектом налогообложения. Начнем с того, как начисляется НДС. Если застройщик строит объект своими силами, он должен начислять НДС на сумму фактических затрат. Но если работы выполняет подрядчик, то налог начислять не нужно. Это уже забота подрядчика. Теперь самое интересное. Как можно уменьшить налоговую нагрузку? Застройщик может принять к вычету НДС по товарам, работам и услугам, приобретенным для строительства, по начисленному НДС на строительно-монтажные работы. Рассмотрим начисление НДС при строительстве объектов собственными силами. Что это значит? Когда платить налог, а когда нет? Давайте разберемся. Итак, если компания или предприниматель строит объект своими силами, на конец каждого налогового периода начисляется НДС. Но тут есть важные нюансы. Объектом налогообложения является сумма фактических затрат на строительно-монтажные работы. Если же работы выполняются подрядчиками, начислять НДС не нужно. Это прямо прописано в налоговом кодексе. Важно понимать, какие работы считаются выполненными собственными силами. Вот основные признаки. Работы включены в смету строительства или реконструкции. Они выполняются для самой компании или предпринимателя. В процессе не задействованы подрядчики, работают сотрудники компании, у которых есть трудовой договор с этой организацией. Зарплата строителей начисляется по нарядам строительства. Если все эти условия соблюдены, объект попадает под начисление НДС. Бухгалтерские проводки дебет 19, кредит 68. Расчеты по НДС. В бухучете начисление НДС отражается проводкой. Начисленный НДС со стоимости строительно-монтажных работ выполнен собственными силами. При собственном строительстве важно учитывать, можно ли заявлять вычет. Если работы выполняет подрядчик, а материалы использованы в процессе строительства, НДС не начисляется. Если стройка ведется полностью подрядным способом, даже затраты на контрольные службы застройщика освобождаются от НДС. Когда можно принять НДС к вычету? Если приобрели товары, работы, услуги для строительства, включая услуги подрядчиков и техзаказчика, можно принять НДС к вычету. НДС, начисленный на строительно-монтажные работы для собственного потребления, тоже можно вычесть. Какие условия для вычета? Главное, объект должен использоваться в деятельности, облагаемой НДС. Если он, например, для личных нужд, налог к вычету не примете. Второе условие – объект должен учитываться при налогообложении прибыли. Без этого НДС к вычету тоже не пройдет. Бухгалтерские проводки. Вычет отразите записью дебет 68, кредит 19. Принят к вычету НДС, предъявленный по материалам, подрядным работам и услугам, которые использованы для строительства объектов. Принят к вычету НДС, предъявленных техническим заказчиком, выполнен для собственного потребления. Своими силами принят к вычету НДС, предъявленный техническим заказчиком. А если застройщик строит объект не для себя, а для инвестора, тогда есть два варианта. Если застройщик выполняет работы сам, он должен начислить НДС на всю сумму договора. Если строительство ведется подрядным способом, НДС начисляется только на сумму вознаграждения застройщика. А далее я расскажу вам о важном аспекте в работе застройщиков при выставлении счетов фактур инвесторам. Даже если вы используете упрощенную систему налогообложения, это касается и вас тоже.
Зачем перевыставлять счет-фактуры? Представьте себе цепочку. Поставщики и подрядчики предоставляют застройщику товары и услуги, а застройщик, в свою очередь, передает их инвестору. Задача застройщика – перевести все счета-фактуры инвестору, даже если он сам не является плательщиком НДС. Это позволяет инвестору корректно учитывать налоги. Застройщик может объединять данные из нескольких счетов-фактур в один сводный. Это удобно, особенно если работает с несколькими подрядчиками. Такой счет включает всю необходимую информацию, наименование работ и стоимость, сумму НДС и прочие реквизиты. Главное приложить копии исходных документов и заверить их. У застройщика есть всего 5 дней с момента передачи объекта, чтобы перевыставить счета-фактуры. Это включает день самой передачи. А если пропустили срок? Могут быть проблемы с проверяющими органами. Если у вас несколько инвесторов, каждый из них получает собственный сводный счет-фактуру. Доля каждого инвестора определяется пропорционально его вкладу в проект. Кроме перевыставленных счетов-фактур, застройщик может включить в документ свои собственные услуги и начисленный на них НДС. Здесь возможны два варианта, либо отдельная стройка в общем счете, либо отдельный счет фактура. Я надеюсь, что теперь процесс перевыставления счетов фактур стал для вас понятнее. Это важная часть взаимодействия между застройщиком и инвестором, который помогает поддерживать порядок в документации и избегать проблем с налоговыми органами. Есть еще несколько деталей, о которых стоит знать. Дата реализации услуг определяется на день подписания акта об оказании услуг или завершении договора. Это может произойти, например, при передаче готового объекта инвестору. Обратите внимание, что выбор даты зависит от учетной политики застройщика. Экономия застройщика, которую он не возвращает инвестору, также включается в налоговую базу по НДС. Однако, если эта экономия возвращается инвестору, она не облагается НДС. Это важный нюанс, который нельзя игнорировать. Застройщик может применить вычет НДС по товарам, работам и услугам, приобретаемым для выполнения своих функций. Для этого необходимы счета фактуры и учет имущества. Это позволяет снизить общую налоговую нагрузку. Инвестиции, поступающие до оказания услуг, учитываются как предоплата. На дату оказания услуг начисляется НДС с реализации. При этом ранее уплаченный НДС с предоплаты принимается к вычету. Это сложный, но важный механизм, позволяющий оптимизировать налоговые обязательства. Мы рассмотрели ключевые аспекты НДС для застройщиков. Это сложная тема, но понимание ее нюансов помогает эффективно управлять налоговыми обязательствами и минимизировать риски. Если у вас возникли дополнительные вопросы, оставляйте их в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до новых встреч!